Самый компактный складной городской электровелосипед Minaca M1. Городской электровелосипед для взрослых и детей с максимальной скоростью до 40 км в час. Быстросъемный аккумулятор с невероятно высоким классом защиты, заряжающийся от домашней розетки на 220 вольт. Запас хода в режиме ассистента более 80 км на одном штатном аккумуляторе без подзарядки. Неужели качество и надежность курьерских электровелосипедов теперь доступны в гражданской версии? Проверим прямо сейчас. Подробный обзор и зимний тест-драйв Minaca M1 с замером реальной скорости и дальности поездки. Поговорим о цене, а также преимуществах и недостатках данной модели. Запасайтесь вкусняшками. Впереди, как всегда, концентрат интересной и полезной информации. Всем привет! С вами Роман, испытатель электротранспорта, а также новый складной электровелосипед для города Minaca M1. И сразу к делу. Основным отличием от других электровелосипедов является компактность в сложенном положении при хранении или транспортировке. Более компактного электровелосипеда с 14-дюймовыми колесами лично я еще не встречал. В сложенном состоянии максимальная высота не превышает 48 см, длина 77 см и ширина 42 см. Габариты в разложенном положении. Максимальная высота по сидению 105 см, максимальная высота по рулю 102 см, ширина по рулю 57 см и длина 133 см соответственно. В принципе, электровелосипед Minaca M1 можно назвать городским универсалом, подходящим для большинства людей с ростом от 80 до 180 см, с весом до 120 кг. Да, друзья, даже для детей. В качестве основного материала рамы использован легкий высокопрочный алюминиевый сплав, благодаря чему собственный вес не превышает 21,5 кг. Довольно простой и лаконичный дизайн продиктован геометрией складной конструкции, но все же напоминает уже зарекомендовавшую по своей надежности курьерскую модель. И почему-то мне кажется, что сегодняшняя гражданская версия Minaca M1 может начать пользоваться у курьеров даже большей популярностью именно благодаря складному механизму, без которого можно зайти в электричку пригородного сообщения или на МЦК, но в метро не пропустят ни под каким предлогом. Мотоцикл, что ли? Велосипед. Складывайте. А он не складывается. Тогда на улицу. Еще на танке заедем. На танке было бы хорошо. Иметь свой ебаный танк! Зырьте! То есть, если складывается, можно, если не складывается, нельзя. Детальный обзор курьерского электровелосипеда и полноценный тест-драйв с честными отзывами и рекомендациями действующих курьеров можно посмотреть, пройдя по ссылке в верхнем углу экрана или нажав на соответствующую иконку в конце данного видео. Включение питания электровелосипеда происходит при помощи поворота ключа под сиденьем. Элементы управления по внутренней стороне руля. Слева расположен многофункциональный блок. За единовременное включение-выключение передней фары и заднего габарита отвечает верхний тумблер. Передняя фара, кстати, имеет четкие светотеневые границы, что в случае правильной настройки исключает возможность ослепить встречных прохожих и других участников движения. Ниже расположен переключатель выбора скоростных режимов с 1 по 3. И самая нижняя кнопка является электронным клаксоном. Далее в штатной комплектации уже предусмотрен держатель для телефона с USB-разъемом для возможности подзарядки гаджета. Центральная часть рулевой штанги имеет специальные насечки для плотной фиксации при помощи эксцентрика. Подобная конструкция позволяет быстро менять угол наклона всех элементов управления при изменении высоты посадки или во время транспортировки. По правой стороне руля установлен модуль управления ходовых параметров. Целиковая рукоятка акселератора поворотного типа отвечает за старт поездки и регулировку скорости при езде в режиме электроскутера. Информационная ЖК-панель отображает индикатор уровня заряда батареи и пройденное расстояние в километрах. Также в состоянии покоя на табло указывается уровень вольтажа, который сменяется отображением скорости во время поездки. Нажатие нижней кнопки во время поездки отвечает за включение функции удержания набранной скорости. Отключение круиз-контроля происходит в случаях последующего поворота рукоятки акселератора либо при использовании тормозов.
Что касается безопасности райдера, городской электровелосипед оборудован механической дисковой системой торможения на оба колеса. Торможение передним колесом осуществляется при помощи рычага с правой стороны руля, а торможение задним при помощи левого рычага соответственно. Кстати, при торможении задний габарит выполняет и функцию автоматического стоп-сигнала. Складной электровелосипед Minaco M1 оснащен быстросъемным 48-вольтовым аккумулятором на 12 ампер-часов. Преимущество быстросъемной батареи, помимо подзарядки в любом удобном для вас месте от обычной розетки на 220 вольт, также предполагает возможность оперативной замены севшего аккумулятора на заряженный в течение нескольких секунд. Единственное но: в штатной комплектации предусмотрен всего один аккумулятор, и дополнительная батарея в случае необходимости покупается отдельно. На момент съемки видео цена дополнительного АКБ слегка не дотягивает до половины стоимости всего электровелосипеда — 17 990 рублей. Сколько? 17 990. Да ты шо, охуел? Давайте быстренько разберемся, откуда такая цена. Аккумулятор по своей сути является независимым батарейным модулем, устанавливаемым в отсеке под сиденьем электровелосипеда с возможностью блокировки. В своей основе кейс выполнен из металла. Верхняя же пластиковая часть оборудована удобной откидывающейся ручкой для переноски, имеет два разъема питания на заряд-разряд и индивидуальный замок блокировки, который в зависимости от положения ключа отвечает за включение и выключение всей системы. Что касается степени пылевлагозащиты самих элементов питания, данный стандарт находится на очень высоком уровне. Разобрать батарею без применения специнструмента и варварских методов просто не представляется возможным. Поэтому покажу все на примере видео, где ребята уже вскрывали данный аккумулятор. Соединение всех проводов предусмотрительно спрятаны в термоусадку. Дополнительный герметичный пластиковый бокс установлен внутри через специальные амортизирующие проставки. И вскрыть его можно только путем распиливания. Общее состояние сборки соответствует заводским стандартам, и сказать, что батарея собрана на коленке, просто не поворачивается язык. На основном блоке вновь амортизирующие проставки. Элементы расположены в специальных ячейках-холдерах. Аккуратная пайка, усиленная БМС-плата с дополнительно нанесенным лаком в местах установки особо важных элементов. И вишенка на торте. Согласно маркировке, запас энергии даже больше заявленный производителем и составляет 13,2 ампер-часа. Заряжается батарея при помощи штатного 2-амперного зарядного устройства в течение 6,5 часов. Как думаете, соответствует ли цена батарейного модуля своему качеству? Напишите об этом в комментариях. Что касается контроллера самого компактного электровелосипеда для города, он расположен над задним колесом в отсеке между крылом и штатным багажником. Вскрытие интересно тем, что я провожу его уже после всех поездок и тест-драйва по слякоти. Хочу посмотреть вместе с вами, попадает ли сюда вода и есть ли угроза замыкания при поездках в сырую погоду. Ну, в общем, да, вполне достаточно на самом деле вот этого ящичка. В этом промежутке он очень хорошо стоит. Грязь туда не попадает, это факт. Провода все чистые. Так что, да, пожалуй, тут и даже гидроизоляция какая-то сверхъестественная не нужна дополнительная. Можно, конечно, сделать, но я в этом смысла не вижу. То есть реально, если его не топить, если не заезжать в лужи по самый багажник, то в принципе нормально. Номинальная мощность городского электровелосипеда составляет 350 Вт. Если верить маркировке контроллера 48 вольт и 14 ампер, максимальная мощность при пиковой нагрузке может доходить до 672 Вт включительно. Мой тест-драйв будет проходить в довольно суровых для электровелосипеда условиях при температуре от 0 до плюс 2 градусов Цельсия. И чтобы результаты моих замеров получились как можно ближе к реальным показателям сезонного использования, я решил утеплить батарейный модуль. Кстати, за счет такой теплоизоляции я исключил его болтание. Он там шатался немножко. Вот, как проставочка сработала. Значит, GPS включен. Все по нулям. Аккумулятор заряжен полностью. 55 вольт. Температура сейчас на улице плюс 2. Посмотрим, на что способен наш зверек. В минусовую температуру я бы вряд ли поехал. Хотя бы потому, что вот эта вся жижа, она реально превратилась бы в лед. А по льду ездить, ну, не знаю, как курьеры ездят, я бы не рискнул.
Хотя бывает иногда выезжаю на лед. Но это так, чисто похулиганить. По заявлению производителя, складной электровелосипед для города Minaco M1 способен развивать скорость до 40 км в час. Больше или меньше всегда будет зависеть от испытываемых нагрузок, используемого варианта поездки и выставленного скоростного режима соответственно. Лично мне при весе порядка 90 кг, с учетом парусности верхней одежды и встречного ветра, удалось разогнать электровелосипед до 34 км в час по GPS без помощи педалей. Что касается дальности поездки городского электровелосипеда Minaco M1, давайте рассмотрим все доступные варианты передвижения. Первый и самый энергозатратный способ – поездка в режиме электроскутера без применения мускульной силы и вращения педалей. Производитель заявляет о возможности проезжать до 40 км на одном полном заряде аккумулятора при идеальных условиях, которые вы сейчас видите на экране. Второй способ с использованием педального ассистента – смешанный тип механики с электротягой, когда заднее мотор-колесо помогает райдеру и набирает скорость во время вращения педалей. Опираясь на собственный опыт эксплуатации электровелосипедов, должен отметить, что в режиме поездки педального ассистента запас хода при идеальных условиях легко увеличивается в 2 раза и даже больше, то есть до 80 км плюс. И третий способ – классический вариант за счет мускульной силы, как на обычном велосипеде, что является главным преимуществом среди всего электротранспорта в мире. Если владелец не рассчитал заряд батареи и полностью высадил аккумулятор, педальный привод позволит продолжить поездку, вместо того, чтобы тащить или толкать транспортное средство до ближайшей розетки. Пневматики 14-дюймовых накачиваемых колес с учетом довольно высокого профиля резины вполне хватает, чтобы с легкостью проглатывать мелкие неровности в городской среде. Дополнительный комфорт поездки придает и наличие подпружиненного сидения. Что касается легкого бездорожья, проехать вполне возможно, но и чуда от мягкости электровелосипеда ожидать не приходится. В конце концов, как ни крути, Minaco M1 – это городской вариант, предназначенный для поездок по ровным дорогам, наподобие асфальта или тротуарной плитки. Ввиду относительно небольших габаритов стоит отметить и отличную маневренность. Но что действительно интересно, уверенное управление в стесненных обстоятельствах по большей части даже не заслуга личного опыта. Здесь все же приходится отдать должное отсутствию люфтов и шатающимся деталям. Уровень качества и монолитность общей конструкции придают ощущение единого целого с городским электровелосипедом во время движения. Пройдено 7 километров пути по одометру, по GPS 6,3 километра пути. Но, в принципе, не критично, однако, естественно, я GPS сейчас выключать не буду. Буду мерить по нему, чтобы вы понимали, какая погода. Вот так вот покажу вам Москварику. Погода просто сказка, конечно. Во время замера дистанции хоть и всего один раз, но телефон среагировал на падающий снег и вырубил GPS на отметке 13,2 километра. Далее обошлось без происшествий, если не считать неудачной попытки промчаться по снежной жиже. Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Значит, проехал еще 17,5 километров. Вот, он начинает мигать последнее деление. По итогу, сколько мне удалось проехать и при каких условиях, вы сейчас видите на экране. На мой взгляд, 30 километров довольно приличный показатель с учетом почти нулевой температуры на улице, нагрузки в 90 килограмм и поездки в самом энергозатратном режиме электроскутера без помощи педалей. Таблицу технических характеристик и цену складного электровелосипеда Minaco M1 на момент съемки вы видите на экране. Узнать актуальную цену на момент просмотра можно на официальном сайте, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Чтобы получать только качественный контент из мира электротранспорта, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди, как всегда, очень много интересного. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Вы самые классные. До новых встреч на просторах Ютуба. Вот тебе и городской самокат.
перелом носа, сотрясение мозга и выбитые зубы. ПДД пишется кровью наших сограждан. Я прям устал, я офигел уже на нем ездить. Изнутри полилась вода. А он не складывается. Тогда на улицу. Еще на танку залезть. Интересно, эти электросамокаты, это вообще законно?